Всем привет! Меня зовут Наталья, добро пожаловать на мой канал. Неделя высокой моды в Париже. Каждая презентация здесь – это всегда что-то особенное, экстраординарное, со сложным исполнением всех деталей в уникальных нарядах. А еще это увлекательное, интригующее шоу, одним из которых стал показ коллекции дома Шанель «Кутюр весна-лето 2024». В который раз фабрика грез именитого бренда подарила нам модную сказку. Казалось бы, чем таким новым нас сможет удивить креативный директор Виржини Виар, который всегда уверенно работает со знаковыми кодами французского дома и старательно представляет на подиуме портрет настоящей парижанки. Твид, жемчуг, черно-белая гамма, приталенный силуэт, камелия, банты и, конечно же, логотип. Коды Шанель любой, кто интересуется модой, знает наизусть. Но Виар сегодня сумела подойти к вопросу традиционных для дома мотивов с неожиданной стороны. Как насчет пуговиц? Не спешите, друзья, удивляться. В каком-то смысле их действительно тоже можно считать историческим кодом Шанель. До первой трети прошлого века пуговицы не часто использовали в женской одежде, предпочитая неудобные крючки и завязки на лентах. Одной из первых исправить это решила Габриэль Шанель, которая с самого начала своей карьеры боролась за удобство эмансипированных женщин. Тем более, что для нее пуговицы никогда не были исключительно функциональным элементом, а напротив, они выступали как отдельный заметный акцент, были частью дорогого декора. Керамические, либо из металла, украшенные эмалью, кристаллами, каждая пуговица здесь настоящее ювелирное изделие. И на сегодняшнем кутюрном показе она стала центральным объектом при оформлении пространства для модного действа. Словно фантастический летательный аппарат, огромная пуговица зависла над подиумом, покрытым мягким ковром в сливочном тоне. Что любопытно, если вы успели рассмотреть, друзья, в первом образе, с которого стартовало шоу, на правом рукаве жакета отсутствует пуговица. Наверное, та самая, что символично расположилась под потолком. Но это не единственная интересная деталь коллекции от Кутюр. Больше всего привлекает внимание характерный стайлинг-трюк. Все модные образы сопровождают плотные белые колготки, подчас надетые не только под прозрачные юбки, но и брюки. Видимо, это можно считать намеком на то, что набившим оскомину красным пора бы найти замену. Я, к примеру, совсем не против. Под тонкой воздушной тканью они смотрятся особенно эффектно. Да и в сочетании с твидом ничуть не хуже. Так что берем тренд на заметку, дополним наряд черными бархатными босоножками в духе ретро. В цветовой палитре новой кутюрной коллекции преобладают светлые пастельные краски. От кипенно-белого до персикового и салатового. Лишь ближе к финалу добавились более яркие розовый, синий, зеленый, а темных тонов было крайне мало. Такой подход в союзе с летящим шифоном, прозрачным тюлем, белыми колготками, юбками, похожими на балетную пачку, говорит о главном источнике вдохновения Виржини Виар – танцевальном искусстве балет. Как утверждает дизайнер в комментариях к модной линейке, для меня танец вызывает все близкие к сердцу эмоции, передача и пересказ которых доставляют только удовольствие. Основную идею создания образов коллекции подтвердил и финальный наряд невесты с будто наполненными воздухом пышными рукавами и длинным шлейфом. А что больше всего запомнилось вам, мои дорогие зрители? Жду с интересом обсуждения в комментариях. Не забудьте поделиться этим видео с друзьями. Всем спасибо за лайк и подписку. Красоты, позитивных эмоций и яркого, солнечного настроения!